Наш дом расположен на берегу озера, близ морского залива, в отдаленной деревне Кольского полуострова. Кольский полуостров на севере России в Мурманской области, большая часть которого находится за Северным полярным кругом и омывается морями Северного ледовитого океана, Белым и Баренцевым. Стоп! Но тогда это же наш русский дом, причем здесь Скандинавия, да и не надоело ли всем лепить себе эти белые стены? Спросите вы, и будете правы, но лишь отчасти. Давайте разбираться, так ли чужд скандинавский стиль русскому северу. Если вы на моем канале впервые, это моя Севериата – история о жизни в доме на берегу озера в русской Арктике. Ну а если мы уже знакомы, добро пожаловать за полярный круг. Когда говорят о доме в скандинавском стиле, что вы представляете в первую очередь? Все белое, все холодное и сдержанное, серые вкрапления, черные контрастные детали и пара подушек из Икеа. Скучно, серо, однообразно. Но, на мой взгляд, Скандия в первую очередь – это не стереотипный цвет стулья-ковер, это особый подход к жизни, которая, конечно, начинается с дома. В соответствии со скандинавским подходом, жить нужно в гармонии с собой и природой. И это действительно единственный способ счастливого существования в местности с суровым климатом. Известно, что человеку приятно и спокойно находиться в окружении природных цветов и фактур. Натуральные материалы, прежде всего дерево, характерные для скандинавского стиля, дарят ощущение порядка и одновременно чего-то истинного, теплого, родного. Но стоит ли говорить, что дерево – самый любимый и традиционный материал нашего севера? Кстати, эти деревянные шкафы приехали ко мне тоже с русского севера, но из Вологды. И сегодня я займусь тем, что покрою их колерованным антисептиком в оттенке беленое дерево. Отличающая скандинавский стиль функциональность и простота в интерьере и в быту также нам близка. Кстати, об этом ярком буфете горки вы можете подробнее посмотреть в моем видео, что прикреплю тут. Северяне никогда не соревновались друг с другом, не любили пустого украшательства, лишних вещей, которые не выполняют никакой функции. Им не чужда была красота, но каждая вещь, будь то сани или фигурка из дерева, была наполнена глубоким смыслом. За ней стояла история, и это не история выгодной покупки на Алиэкспресс. Как мне кажется, эта осмысленность и умеренность в вещах и в жизни – залог северного счастья. И все же, говоря о скандинавском стиле интерьера, нельзя не упомянуть о цвете, который может быть любым при условии, что он белый. Помимо визуальной составляющей, которая, понятное дело, вкуса, и лично моему глазу очень приятно, здесь есть четкая практическая функция. В северных широтах, где по неделям мы можем не увидеть солнца, а зима длится полгода, чуть больше отраженного света явно не помешает. Кроме того, в нашем доме высота потолков местами всего 2,40. Не слишком высоко, верно? Ощущать чуть больше простора за счет простой покраски в белый бесценно. А еще белый – это практично. Звучит как оксюморон, но это факт, при условии, если выбирать подходящие материалы. Кстати, будет минутка, расскажите мне в комментариях, как относитесь к белому цвету и к сканди-стилю в целом. Тем временем вологодские шкафы покрыты 2 слоями антисептика, будут пока сохнуть и дожидаться установки ручек, о которых я расскажу в одном из следующих видео про покупки для северного дома. Непростая задача в северном доме – заманить внутрь свет, особенно если этот дом стоит у подножия горы, да еще заросший высокими деревьями. В этом, конечно, помогают большие окна, но ими похвастать наш дом не может. В поморских деревнях было принято строить дома на берегу рек, озер или моря, как говорилось, глазами на воду, и глаза эти, чтобы избежать теплопотерь, были невелики. Наш дом спроектирован так же, и вносить кардинальные изменения мы не планировали. В таких случаях в скандинавском интерьере на помощь приходит искусственное освещение, всегда много и разного. Но ведь лампа или свеча с теплым приглушенным светом и долгая полярная ночь и правда словно были созданы друг для друга.
Но, на мой взгляд, самое главное в скандинавском интерьере – это люди, которые в нем живут. Лаконичность форм и цвета дает возможность выступить на первый план самому человеку, его интересам, его представлению о прекрасном. Это чистый холст, на который каждый волен нанести то, что считает нужным и важным. Так и здесь, в Арктике, каждый поморский дом всегда был наполнен человеческим смыслом. Он образует неповторимый мир, в котором главное не цвет стен, стулья или подушки, а сильные и трудолюбивые люди, которые в нем живут. Для нашего дома я постаралась взять полезные приемы, что может предложить скандинавский стиль, но хотела бы наполнить его нашей северной теплотой, порой наивностью. Мы не в Скандинавии, но мы на севере, да и есть ли смысл в каком-то делении, если все мы в конечном итоге просто хотим чувствовать себя счастливыми, а какая подушка для этого нужна и в подушке ли дело, каждый определяет сам.